Привет, друзья! Сегодня в Германии говорят о жилье, машинах и будущем самой экономики. И все это звучит тревожнее, чем кажется на первый взгляд. В Баден-Вюртемберге растет дефицит квартир, свободных почти нет. Цены на аренду взлетают, и даже семьи со стабильным доходом начинают искать варианты за пределами крупных городов. Власти обещают срочные меры, но критики уже говорят, что это лишь попытка выиграть время. И пока в одном регионе считают, где людям жить, в другом считают, на чем им работать. Производители грузовиков DAF и MAN жалуются, электромодели стоят на складах, и бизнес не спешит переходить на зеленые стандарты. Они обращаются к Брюсселю и Урсуле фон дер Ляйен с просьбой о конкретных решениях. В противном случае бизнес может вернуться к традиционным технологиям. А в политике Германии все острее спорят о миграции. Карстен Линнеман, ХДС, предлагает менять законы, чтобы ускорить депортации после преступлений. Его слова уже вызвали дискуссию в Бундестаге. Сегодня Германия все острее обсуждает, куда движется в экономике, в политике и даже в социальной сфере. Оставайтесь до конца, впереди узнаете, есть ли прибыль у Deutsche Bank, что с забастовкой Люфтганза и какие тревожные новости для региональных аэропортов. Спасибо всем, кто поддержит канал подпиской и делится этим видео с друзьями. Итак, в Баден-Вюртемберге острый дефицит доступного жилья. По оценке экспертов, региону не хватает внимания около 192 тысяч квартир, которые могли бы арендовать по умеренным ценам. Особенно тяжелое положение в таких городах, как Штутгарт, Франкфурт и Карлсруэ, где цены растут быстрее, чем доходы местных жителей. Министр жилищной политики земли Йоган Маче назвал ситуацию критической. Он отметил, что особенно страдают семьи со средним доходом, студенты и люди с низким заработком. По его словам, без решительных мер повсеместный рост арендной платы может сделать жизнь в крупнейших городах невозможной для многих. Для исправления ситуации земельное правительство намерено ускорить строительство жилья с социальной и льготной арендой, упростить разрешительные процедуры и предлагать субсидии застройщикам. Также планируется использовать пустующие коммерческие и промышленные площади под жилую застройку. Критики же требуют бюджетной поддержки из федерального центра, потому что земля не сможет справиться с масштабной нуждой самостоятельно. Они настраивают на введение национальной программы доступного жилья, которая позволит регионам охватить не только крупные города, но и сельские районы. Следующая новость одна из самых важных для экономики Германии. Производители грузовиков DAF и MAN бьют тревогу. Их электрические модели пока остаются в режиме ожидания. Несмотря на крупные инвестиции, доля полностью электрических грузовиков в продаже компании всего лишь 1-2%. Генеральный директор DAF Харальд Зайдель отметил, что это не из-за отсутствия продукции, а потому что бизнесу пока невыгодно вкладываться в электромобили. Главный исполнительный директор MAN Александр Власкамп предупредил, цитата: «Европа не может уничтожать собственную индустрию». Он настаивает на пересмотре новых стандартов Европейского Союза и предлагает ускорить усилия по развитию зарядной инфраструктуры. Подавлением новых требований к сокращению выбросов от Европейского Союза на 45% с 2030 года немецкие и нидерландские производители требуют, чтобы Брюссель ввел гарантии и льготы для отрасли. Они предлагают субсидии, налоговые стимулы и ускорение проверок законодательства, чтобы дать рынку время адаптироваться. Если этих изменений не произойдет, эксперты предупреждают, рынок электрифицированных грузовиков будет расти медленно, а традиционные модели и дизельные технологии могут получить новую жизнь. Следующая новость связана с обсуждением курса миграции. Глава фракции Христианско-демократического союза ХДС Карстен Линнеман предложил ужесточить миграционные процедуры, в том числе для заявителей, чьи прошения о защите уже отклонены. По его словам, законодательство должно быть изменено так, чтобы при определенных преступлениях право на пребывание автоматически истекало. Линнеман отметил, цитата: «После совершенного преступления человек теряет право на защиту. Это должно быть ясно в законе». Он предлагает, чтобы при 2 преднамеренных правонарушениях разрешалась депортацию без каких-либо обсуждений. Такой шаг – это часть общей тенденции внутри ХДС к ужесточению миграционной политики. Линнеман и другие сторонники курса указывают, что подобные меры направлены именно на восстановление доверия населения и решение проблем интеграции.
Противники этой идеи отмечают, что в некоторых странах остается нестабильная ситуация, поэтому любые решения должны сопровождаться международными гарантиями безопасности. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Deutsche Bank зафиксировал, внимание, внушительный скачок прибыли в третьем квартале около 1,6 миллиарда евро, что превзошло ожидания аналитиков. Чистая прибыль за первые 9 месяцев этого года уже составляет приблизительно 4,8 миллиарда евро. Эти цифры свидетельствуют о стабильном восстановлении банка даже в условиях мировых экономических вызовов. Генеральный директор Кристиан Сьюнг подчеркнул, такие результаты показывают, что Deutsche Bank действует эффективно и диверсифицированно, опираясь как на корпоративных клиентов, так и на розничные бизнесы. Он отметил, что банк действует как универсальный финансовый институт, способный создавать добавленную стоимость. Банк также подтвердил свои годовые цели. Доходы в размере 32 миллиардов евро и рентабельность собственного капитала выше 10% остаются приоритетными. Эти ориентиры придают уверенности инвесторам. Рост был не случайным всплеском, а частью масштабной стратегии. Сегодня результат этот говорит сам за себя. Deutsche Bank демонстрирует устойчивость и адаптивность, оставаясь одним из ключевых игроков в банковской сфере Европы. И это только начало. Забастовка пилотов Люфтганза отложена. Профсоюз пилотов объявил, они дадут компании дополнительное время для переговоров. Суд предоставил Люфтганза возможность сесть за стол переговоров, и профсоюз решил не начинать забастовку немедленно. Речь идет о том, что пилоты требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда. Люфтганза предложила обсудить эти требования, и профсоюз согласился остановиться, чтобы выяснить детали предложения. Компания Люфтганза оценила шаг как разумный. Руководство обещает вести переговоры честно и без задержек, чтобы избежать перебоев с рейсами и сохранить доверие пассажиров. Это временная пауза, но важный сигнал: обе стороны пока готовы к диалогу, а не к конфликту. А дальше еще интереснее. Министр транспорта Нижней Саксонии Грант Хенрик Тоне предупредил, что многие небольшие аэропорты Германии могут закрыться, если федеральное правительство Фридриха Мерца прекратит финансирование системы управления воздушным движением. Он отметил, что в бюджете на 2026 год деньги на эту статью расхода уже не предусмотрены. Речь идет об аэропортах Брауншвейг-Вольфсбург, Эмдем и Вильхельмсхафен. Министр подчеркнул, что эти объекты важны не только для местной экономики, но и для науки, образования и мобильности регионов. По его словам, закрытие таких аэропортов ударит по развитию территории и ограничит транспортные связи. В этом году федеральное правительство еще выделит 50 миллионов евро на поддержку этих аэропортов, но, внимание, с 2026 года их операторы будут вынуждены сами оплачивать свои расходы на управление воздушным движением. Для аэропортов Нижней Саксонии это около 4 миллионов евро. Крупные аэропорты, такие как Франкфурт и Мюнхен, уже получают поддержку через авиакомпании, но небольшие аэропорты такого ресурса не имеют. Если финансирование прекратится, малые аэропорты рискуют закрыться, что приведет к снижению транспортной доступности регионов и затруднит развитие местной экономики. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.